Всем привет, друзья! Ну что, вот мы в Москве после больше чем месячного путешествия по Гонконгу, Таиланду и Японии. Что я знал о Гонконге? То, что это бывшая британская колония, то, что он разделен на две части, на непосредственно сам остров Гонконг и на полуостров Коулун. То, что добраться из одной части в другую можно на пароме или на поезде. У меня были большие ожидания, потому что хотелось понять, насколько он китайский, насколько он все еще британский, то есть европейский, и вообще как это там работает. Что я знала о Гонконге? Маленький клочок земли, на котором расположено большое количество зданий и небоскребов, что там очень дорогое жилье и что это какой-то очень технологичный город. Вот, поэтому мы так и отправились в Гонконг, чтобы узнать это. Когда мы подлетали, была прекрасная погода. Эти огромные дома, разрезанные океаном. Конечно, это предвкушение нового, оно было все время. А это всегда заряжает, даже несмотря на 17-часовой перелет, сразу же куча эмоций. Для нас вот погружение началось с отеля. Это очень важно, я думаю, выбрать отель, который мэчится С тобой внутренне вообще в первую очередь. Потому что многие выбирают отель из-за комфорта. Мы выбираем совсем по другим категориям. Отель фига попал с нашими предпочтениями в точку. Отель Де Фиго, он находится именно на территории Гонконга, то есть на островной части. И представляет из себя симпатичный арт-отель, находящийся в центре, недалеко от старой части города. Именно там рядом находится Кэт-стрит с большим количеством винтажек и вообще магазинов, где продают старье. Из интересного мы там набрели. Ну как набрели? Это место, которое, наверное, там не пройти. Это очень интересная кофейня, в которой кофе подают в чашках как раз-таки вот середины прошлого века. Такой очень тонкий, красивый китайский фарфор. И там очень много экспатов, что интересно. То есть это место прям буквально вот место экспатов и максимально европезированных и подражающих, наверное, Европе гонконгцев. Рядом в соседнюю дверь ты можешь войти и даже посмотреть на всю их коллекцию, которая у них есть в кофейне. Все, что они собрали за все эти годы своей работы. Прекрасный там был Flat White, кстати. Да, был кофе очень вкусный. В Гонконге действительно еда ожидаемо китайская, но из первых мест, куда мы зашли, это была местная пельменная. Какая-то очень небольшая сетевушка, где даже нет столика, чтобы сесть. Пришлось нам сидеть на ступенях, да, мы сидели просто на ступенях. Мы взяли пельмешки с креветкой и взяли пельмешки с фишкейком и соусом. В целом хорошее место, и стоило это как-то реально недорого. И говоря о гонконгской еде, там, с одной стороны, есть какое-то наследие британского, то есть это вот чай с молоком, да, со сгущенкой. Эктарты. Да, эктарты, которых очень много там, они просто везде, абсолютно эти эктарты. Стоят они намного дешевле, чем в Москве, да, там в 2-3 раза. После этого мы еще заглянули в место с мишленовской звездой, где подают лапшу, подают ее либо с бульоном, либо без. На выбор там есть пельмешки с креветкой, есть фишкейки. Мы взяли и то, и также взяли и ту лапшу. Вот, по факту оказалось это точно так же, как в той сетевой кафешке. Только размером больше. Да, размер там был значительно больше, то есть там одна пельмешка, она там в 3 раза, наверное, больше, чем в тех. Но по цене, если мы говорим по граммовке, то это было то же самое. Вот, и разницы особой не было. А вот в такие туристические места, как кофе, которое там заваривают в каком-то носке, тосты с обрезанными корочками, это все какая-то туристическая развлекаловка или для людей, которые ностальгируют по какому-то там прошлому. Поесть что-то в Гонконге и действительно местное, локально-гонконгское очень сложно. Это будет либо местный Макдональдс, либо какие-то вот эти пельмени, которые, они в том числе попадают во все эти гиды, путеводители и так далее. И все равно там будет большое количество туристов. С едой в Гонконге было достаточно сложно. Говоря о чем-то действительно настоящем, я хочу сказать, что я там сделал печать-подпись. Это такая китайская традиция. Рядом с подписью они ставят еще и печать,
на которой либо написано собственное имя, либо девиз, например, да, на китайском. Написан он может быть как на старокитайском, так и вот на современном китайском. Можно выбрать совершенно разный шрифт, и все это делается местными мастерами. В Гонконге есть такая улочка, где сидят мастера, резчики по камню. Выбираешь, значит, что написано, выбираешь, каким это будет написано шрифтом, оформляешь заказ, ждешь 2 часа, то есть ты получишь такую печать. Это кажется чем-то туристическим, когда впервые об этом узнаешь или слышишь, но в реальности, когда ты приходишь, понимаешь, что местные пользуются точно такими же штампами и печатями, что именно как раз основная аудитория, которая приходит и покупает их, это как раз местные. И при этом ты все равно чувствуешь, что ты не просто как бы покупаешь какую-то вещь за деньги, а ты покупаешь что-то такое очень личное, то, что ты выбрал, что для тебя сделали, что это не просто какое-то воспоминание, а это действительно какой-то вот предмет, который ты возишь с собой, который будет потом напоминать тебе о Гонконге. Да, а вот другая совершенно часть — это поп-март. Сначала мы как купили печать, которая обращает нас к такому прошлому. С другой стороны, в Гонконге есть большой магазин поп-март, китайская фирма, известная, да, уже всему миру, акции которой просто небывало взлетели. И именно они вот сделали эту лабубу. Прийти туда и не купить лабубу, ну, это было бы... Кощунство, я считаю. Да, это было бы кощунство. Не то, чтобы я фанат лабубу, но просто когда ты покупаешь это именно в Китае, это все-таки добавляет смысл этой вещи, я считаю. Вот именно этот момент, именно этот экспириенс, который ты получаешь, это очень важно. Когда ты хочешь увезти с собой часть какого-то места, многие покупают там открытки, магниты, какие-то другие разные штучки, которые, да, такие маленькие, потом им напоминают, они стоят на полке. Мы не приверженцы такого, поэтому мы искали такие как бы сувениры, да, даже сложно назвать это сувениром, который можно увезти с собой, но при этом, когда ты на него посмотришь, ты точно вспомнишь, где ты его купил и какие воспоминания с этим связаны. И как раз вот это вот лабубу и посещение поп-марта именно связано с тем, что мы захотели увезти с собой какой-то сувенир, который сделан действительно в таком вот в китайском манере, и то, что мы не купим точно у себя. Мы можем это купить, но именно Гонконг стал тем местом, где мы действительно захотели это сделать. А еще на этом же полуострове Коулун находится музей М+. М+ — это такой культурный кластер, я бы сказал, который включает в себя, помимо выставочных пространств, еще и место, где можно попить кофе, пообщаться с единомышленниками и просто поработать. И основная выставка, которая там проходила, это выставка Ли Бул, корейской художницы, которая использует разные медиумы. Интересно, что она работает с темами женского, с темами утопии. То есть она строит большие инсталляции, в которых представляет, как может выглядеть город утопии. Она предложила свое видение вот этих людей-киборгов, а именно женщины-киборга, то есть соединение технологий и человека. Музей очень хорошо вписан в набережную, которая там сделана прям максимально по-европейски и очень сильно отличается. Большие пешеходные пространства. И они построили это по современным принципам ландшафтного дизайна, и это все выглядит как единое такое живое пространство. Идешь по тропинке сквозь все это прекрасное пространство зелени, и при этом эта набережная потихоньку перетекает из этой зелени в водную часть, и при этом это все потихоньку перерастает дальше уже в большое здание музея. В Гонконге очень много экспатов, европейцев, американцев, которые бегают. Получается, что несмотря на то, что это апрель месяц, середина апреля, очень много людей бегало по набережной. И это была жара уже 30 градусов. То есть это было невероятно жарко днем. Что там творится летом, ну, просто я боюсь представить. Я думаю, что это совершенно невыносимо. И также меня очень удивила мода на небольших собачек. То есть история о том, что собачка, как член семьи, как ребеночек, и я вожу его в коляске, это прям абсолютно про Гонконг. И особенно интересно, как местные гонконгцы повторяют этот тренд, который взяли у европейцев. Понятно, что Гонконг — это все-таки такое связующее звено между Азией и в лице Китая и Западом. И поэтому именно там очень много экспатов, европейцев. Говоря о Гонконге, его все равно ни с чем не спутать.
Вот это тот город, в котором мы были, мы посетили, и ты понимаешь, что все твои рассказы или, к примеру, фотографии, которые ты точно где-то увидишь, и они тебе попадутся там в интернете или на какой-то там выставке, ты сразу поймешь, что это Гонконг. Вот у Гонконга есть четкая вот эта структура города, вообще вот этот вот дух города, который ты сразу же считываешь. И ты это понимаешь только после того, как ты хоть раз побывал в Гонконге. Просто встретили закат на набережной. Вот, а после этого отправились в отель, забрали чемодан и поехали в аэропорт, чтобы улететь в Осаку. И это наша следующая точка. Ждите следующего видео.